Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. В этом видео будет мой полет авиакомпании Ryanair на Боинге 737 из Вены, столицы Австрии, в Пафос, город на Кипре. Ну, погнали! Начинаю видео с Зальцбурга. В Зальцбурге мы заселились в отеле Юфа. Снаружи выглядит приятно. Посмотрим, что внутри. Внутри после ресепшн стоит вот такая милая фигурка Моцарта. Да и вообще, весь отель выполнен в тему Моцарта. Вон, допустим, висит его фотография. Какие твои впечатления от гостиницы? И мы еще не заходили в номер, но пока гостиница превзошла мои ожидания. Я думала, она будет такая старенькая, темненькая. Она светлая, красивая и современная. Мне очень понравилось. Рядом с гостиницей также есть вот такой фонтан. А еще открывается красивый вид на замок. Рядом с гостиницей также находится университет. Попозже о нем расскажу. Захожу в мой номер. Здесь мне жить в ближайшие 2 ночи или 3 дня. Номер стандартный, но все равно выглядит красиво. Вид из окна на теннисные столы, гортензии и другие здания. А самое интересное, это как включается телевизор. С помощью этого, так сказать, айпада. Сначала мы включаем телевизор. Простите, я сначала решила нажимать на канал, но надо включить телевизор. Вот он включается. И теперь мы выбираем канал. Теперь идем гулять по городу. Так, теперь про университет. Сейчас я переведу, что здесь написано. Федеральная гимназия экономики Зальцбурга, Нонталь. И опять этот замок. По-моему, его видно из всех уголков города. В Зальцбурге, как и в Германии, есть отдельные линии для пешеходов и велосипедистов. В Зальцбурге мне встречалось много фонтанов. Не знаю почему, но так получалось. Вот давайте посмотрим на этот. Мне кажется, что все здания, которые были в Зальцбурге, как будто были нарисованы на картинах, а теперь стали реальностью. В моем понимании, Зальцбург – это типичный, стандартный европейский город. Пока шел по улице, решил повернуться назад. И вот что увидел. Еще один кусочек замка. А вот главный Зальцбургский собор. Мы решили купить конфеты Моцарта. Внутри у кафе красивый интерьер. Конфеты с пимпочкой, значит неподдельные. Теперь пора попробовать мой любимый моцартский вкус. Если оценивать вкус, то скажу только одно – как нужно. А вот и она, дырка, которая ведет в Черное море. Но точнее, она ведет в Дунай. От Дуная уже ведет куда-то, то куда-то, и так она попадает в Черное море. И опять видно этот замок с развивающимся австрийским флагом. Тут место для концертов. Ну и как же без замка? Уже какая-то традиция в этом видео. Смотрите, какая интересная надпись на магазине. Что там написано? Хвло или что-то другое? Возвращаемся обратно в гостиницу. Тем временем мимо проезжает куча лошадок. А вот реакция на лошадей моей сестры Теодоры. Привлекла надпись «Wohnen und schlafen», что значит «жить и спать». Поужинать мы решили в ресторане «Мистер Уэн». Внутри выглядит как обычный фастфудный ресторан. Взял себе рис с курицей. Он был очень вкусным и сытным. Много мяса и овощей. Опять гуляю по тем же местам. К вечеру начало становиться холоднее. А вот здесь мы с вами еще не были. Мост с большим количеством замков любви. Вот их тут, смотрите, как много. Тем временем с другой стороны видно отель Захер. На следующий день мы решили отправиться в зоопарк. Нам в гостинице дали бесплатные билеты на любой, как я помню, транспорт. Автобус, который нас повезет прямо до зоопарка, номер 25. Ну и заходим в автобус. Спустя примерно 15 минут мы приезжаем на станцию зоопарк. Зоопарк находится не в Зальцбурге, а в пригороде Зальцбурга, городе Аниф или Аниф. Но идем в зоопарк. А рядом с зоопарком, как я заметил, есть вот такие вот скульптуры львов и других животных. Про цену скажу, 16 евро на взрослого. Сколько для ребенка, честно, даже не посмотрел. Ну и идем в зоопарк. Надо посмотреть, что такое находится в этом домике. Вот тут такой домик для обезьян. Смотрите, есть даже качели. Или она используется в каких-то других целях. А где сами обезьяны-то? Наверное, на улице.
Еще плавают разные рыбы. Ой, подскажите, пожалуйста, как называются такие смешные создания или даже рыбы? Ну и как же без пираний? Ой, а я правильно сказал? Напишите в комментариях. Пошел дальше. Ой, какие здесь милые скамейки в виде бревна. Почему-то все животные прячутся от людей. Написано, что даже можно увидеть черепаху, но никого не видно. А еще почему-то проход закрыт. У всех животных, в том числе и у фламинго, есть имена. Ой, как смешно зовут одну. Свинка Пеппа. Впечатления от зоопарка остались сильными, но больше показывать не собираюсь. Вернулся в город. Теперь время поесть. Пообедали в ресторане «Циркель Вирт». Мы сидели на улице. Рядом растут много вот таких цветов. Не помню, как они называются, но они мои любимые и вкусно пахнут. Взял себе куриные наггетсы с картошкой фри, а также на всех мы заказали мешанный салат, так сказать. На следующий день уже время выселения из отеля. Выхожу из моего номера, который под номером, сейчас вы знаете, 127. Покажу вам также для любителей лестниц, а не лифтов, где находится лестница. Она находится между номерами 100 и 101, ну или 200 и 201 и так далее. А если искать ее снизу, то она находится за Моцартом. А вот что в отеле на завтрак. Мне понравился отель Юфа. Точно заслуживает хотя бы 4 звезды. Теперь телепортируемся в Швехат, главный аэропорт Вены. В Венском аэропорту 2 терминала, почему-то 1 и 3. Странно как-то. Ryanair вылетает из терминала 1. Мы зарегистрировались онлайн, а не в аэропорту, потому что если регистрироваться в аэропорту, какой-то большой штраф. А еще стоят много автоматов для самостоятельной сдачи багажа. Ими мы и воспользовались. Конкретно в этой зоне самостоятельной сдачи багажа можно сдать багаж для Ryanair, Wizz Air, Eurowings и норвежских авиалиний. Багаж сдан, теперь идем на контроль безопасности. Работали несколько линий и очереди почти не было. Дальше было duty free. Надо посмотреть, с какого выхода на посадку вылетает мой рейс. Так, пока написано то, что Ryanair вылетает из сектора D, но пока гейт еще не написан. Написано, что будет объявлен в 18:35. Здесь не как в Домодедово или Шереметьево. Duty free не так сильно привлекает своей красотой, но и обойти его все равно нельзя. Ну и сразу после duty free паспортный контроль. Здесь нельзя снимать, поэтому выключаю камеру. Теперь сделаю краткий обзор терминала. О, опять реклама Turkish Airlines, только на немецком. Справа сразу же есть зал ожидания. Специально для моей сестры Теи мы зашли в детскую зону. Тут также расположились 6 выходов на посадку. А вот так выглядит сама детская зона. Решил понаблюдать за самолетами. Стоит борт Лауды, в который заходят пассажиры. А на заднем плане стоит борт авиакомпании Buzz. А с другой стороны стоит целый рабочий ряд самолетов австрийских авиалиний. А еще увидел хвост самолета Korean Air. Еще есть нижний этаж, где, кажется, 5 выходов на посадку. А еще есть вендинговые автоматы и туалет. Выход на посадку находится рядом с детской зоной, номер D32. Сразу после сканирования посадочного мы вышли на лестницу и встали в очередь. Потом как-то резко все пошли. Ну и мы пошли в автобус. В автобус вместилось человек 60. Потом мы закрыли двери и поехали. Рейс сегодня выполняет Boeing 737 MAX с бортовым номером EIJF. Был поставлен с завода в Ryanair в 2024 году. Заходим на борт самолета. Тем временем было очень громко. Заходили мы, так сказать, по встроенной лестнице в самолет, потому что так Ryanair экономит деньги. Захожу в салон, играет приятная энергичная музыка. Сначала постояли, а теперь идем к месту, точнее я иду к месту 3А. Кармашков в креслах нет. С одной стороны это неудобно, а с другой стороны удобно, потому что за счет того, что нет кармашков, достается больший шаг кресел. А пассажиры тем временем все еще заходили в самолет.
Рядом с нами стоял борт авиакомпании Air 7. Признаюсь, до этого не слышала такой авиакомпании. Задержка от планового времени вылета составляла уже 15 минут, а нас никак не начинали буксировать. Лон классический для всех нынешних Боингов 737, Sky Interior и большие багажные полки. Свет, если можно так сказать, затемнили, значит скоро будем уже взлетать. Нас не буксировали, мы сразу же начали руление. Рулили мы минут 15. Кажется, мы сделали круг по всему аэропорту. Уже с задержкой где-то на 40-45 минут мы вырулили на взлетно-посадочную полосу и начали взлет. Почти ничего не было видно из-за уже почти полной темноты. Где-то там, вдалеке, только начался алый закат. Из-за турбулентности на взлете табло «Пристегните ремни» не выключали долго. Спустя минут 30-40 полета бортпроводники начали обслуживание. Все, включая воду, платное. Взял себе сэндвич с ветчиной и сыром. Он оказался сытным, жирным и горячим. Советую всем. Туалет узкий, но при этом все современно и функционально. Даже 2 зеркала. Если кто-то был в этом туалете, скажите, что вы видели, бабайку или жениха. Начали снижение, но уже в полной темноте. Посадка была достаточно мягкая, не как обычно у Боингов 737. Видимость появилась где-то за минуту до касания. Только не это. Русские уже не хлопают после посадки, а немцы продолжают. Телетрапов в Пафосе нет, поэтому будем выходить через обычный трап. Когда мы подрулили, бортпроводники быстро открыли двери. Побыстрее выходите. Опять выходил через встроенный телетрап. Все-таки он был очень узкий. А дальше на перегонки с бортом авиакомпании Jet2Holidays. Реклама этой авиакомпании теперь стала новым мемом. Время где-то полночь. Попадаю в гигантскую очередь на паспортный контроль, которая очень медленно двигалась. В 1:00 ночи мы прошли границу. Причиной такой медленной очереди оказалось то, что не работали автоматические кабинки. После выхода из терминала проходим мимо этой свечащейся штуки. И там написано, конечно же, Jet2Holidays. На этом все. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось.